Приехал я в Таллах где-то в часов 9. Вы знаете, было холодно. Э, Значит, я с Норильска ехал, когда стоял на улице, ждал автобус. Я замерз, серьезно вам говорю. В Норильске уже потихонечку приходит в наш северный город, потихонечку идет холод. Холодно, реально холодно. Вот с утра было где-то градуса 3, вот так вот, плюс 3, пока еще плюс 3. Вот. А сейчас уже часов 11, вы знаете, потеплело. Получше стало намного, однозначно. О, смотрите, что это такое? Просто стекловатой закрыли эту дырку, но, по всей видимости, чтобы холод не шел. Одну дырку закрыли, а вот остальные дырки не позакрывали. Да. Вот, смотрите, видите? Ну, по логике вещей, конечно, надо все дырки закрывать. Однозначно. Вот сейчас мы сходим с вами на 4А микрорайон, если я не ошибаюсь. Вот, потому что я в том микрорайоне давно уже не был. Вот, и, честно говоря, подзабыл, как он называется, этот микрорайон. Вот, где мы были, и точнее, куда я приехал, тот микрорайон называется 4. Вот, а вон тот вот микрорайон, вон тот, куда мы с вами идем, вроде бы 4А микрорайон. Хотя, может быть, 4В. Может быть, вот это 4А микрорайон. А черт его знает. Если вы как бы в теме, напишите в комментариях. Так, ну что, мы в любом случае идем вот в том направлении. Давайте с вами перейдем дорогу. Ну, вроде машин нету, да? Не, нету машин. Вот. Вы меня спросите, почему я в нос говорю. Я вам отвечу. Вы знаете, я простыл. Ужас какой-то. Кругом сквозняки. То жарко, то холодно. И что-то чувствую где-то в четверг, да. Что-то мне как-то не важно. Ну вот. Ну, вроде температуры нету. Но вот такое состояние, знаете, простудное. Это 100%. Угу. Я вчера по полной программе принимал порошочек. Ну, вы знаете, такие порошочки в аптеках продаются, где там 3 в одном. Там и парацетамол, и ацетилсалициловая кислота, ну и другие разные добавки. Смотрите, какой-то трубопровод. Ага. Угу. Интересно. Так, а вот это у нас прямо это гаражи. Так, нам надо сейчас перейти дорогу. Это однозначно. Перейти дорогу. Вот. Ну, давайте посмотрим. Налево. Ну, вроде никого. Вон там тоже никого. И давайте глянем вон туда. Ну, вроде тоже никого. Ладно, пойдемте. Вроде нормально, можно перейти. Ага. Так, все, перешли. Отлично. Это что у нас? Это гаражи. Да. И это вот прям ряд гаражей. И что-то как-то они как будто в земле какой-то находятся. Ну, пойдемте потихонечку. Так, вон там вот дальше можно, конечно, было бы спуститься вот здесь вот. Но мне кажется, не очень будет. Вот здесь помоечка. Вот, смотрите, видите? Красота неземная. Вот, а вон там вот, я не знаю, видите вы или нет, вон там вот, видите? Там мост выкрашен в синий цвет. Давайте, наверное, пойдем туда лучше. Потому что вот здесь вот нам придется через трубы прыгать. Но это не совсем комфортно. Вот мы пришли к этому мосту. Да его, вы знаете, мостом
вообще сложно. Ух ты, блин, чуть не упал. Мостом сложно назвать. Вот. Конечно. Вот, смотрите, здесь какие-то коммуникации. Вот, трубы проходят. Ну, этот мост фактически сделали для того, чтобы люди не перелазили через эти трубы. Давайте аккуратно спустимся. Ага. Так, все спустились. Так, что это у нас тут за дома? Вот это вот гостинки. Это так в Норильске называют. Вот эти, скажем так, дома. А вот это у нас Бауманская, 35. Кстати, вот в этой гостинке мы жили очень-очень давно. Это отец с матерью, когда приехали сюда, сначала купили балок, вот, а потом вот дали им, скажем так, двухкомнатную квартиру вот в этой гостинке. Так, аккуратно. Ага. Так, давайте посмотрим на эту гостинку. Какой это номер? А, вот, смотрите. Бауманская, 33. А это Бауманская, 35. Ага. Да, конечно, эти гостинки вообще страшные. Страшные и ужасные. Вот. Вот это, видите, железо кругом, да? Вот на этой гостинке. Это лет 20 назад пришел такой указ, распоряжение все подвалы закрыть. Угу. И во всех домах в Норильске, в Талнахе, в Каиркане начали закрывать подвалы. Да, вот видите, железо, профиль. Угу. Вот, сюда, конечно, профиля этого много ушло, это однозначно. Вот, можно было бы, конечно, зайти, посмотреть, вот, это все, но это уже будет другая история. Надо как-нибудь обзор сделать вот этого всего. По-прежнему идет стройка вот в городе Талнахе, да и впрочем, как и в городе Норильске, везде. Вот, но я вам скажу так, гостинки в Норильске, они выглядят получше. А вот здесь какая-то вот эта гостинка 33-я, она просто убитая. Ужас какой-то, кошмар. Вон там вот, смотрите, тоже забор. Там тоже идет какая-то стройка, что-то строят. Угу. Вот здесь вот проход у нас. Вот видите. Вот такой вот, чтобы люди ходили. А вот это вот непонятно что. Что вот это такое? Я не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. У меня есть предположение, что это такое. Но я, конечно, сомневаюсь. Ладно, пойдемте дальше. Это какой-то магазин. Вот, а дальше детская площадка. Прикольно. Вот. О, смотрите. Вон там вот дом. Но это не дом, это, по всей видимости, какой-то детский садик. И покрасили его. Классно, да? Здорово. Это что у нас такое? Это здесь Валберис. А вот это магазин какой-то. Угу. Что там написано? Изобилие. О, вот так вот. Ну, это типа торговый центр. Угу. Так, пойдемте вниз. Вот. Потихонечку вот смотрите, еще одна лестница. Но эта лестница не через трубы. Это лестница вниз. На уровень ниже, скажем так. Раньше в Талнахе не было таких лестниц. Вот, это где-то в 2000-х годах начали строить их. Угу. Вон там вот детская площадка, и она примыкает к детскому садику. Да. Вот. Ну, классная детская площадка. Улица какая у нас это? Вот у нас еще одна лестница. Еще один спуск, скажем так, на уровень ниже. Вот.
Давайте спустимся потихонечку и пойдем. Вот это, по всей видимости, школа у нас впереди. Да, это однозначно. Ну, 100%. Почему я так решил, что это школа? Потому что здесь нету детской площадки. Там вот, где мы шли, ну, вот была детская площадка. Вот. А здесь нету. Ну, по всей видимости, школа это 100%. Вот здесь что у нас? Здесь тоже какая-то стройка идет. Вон, смотрите, куча шпал. Для чего шпалы? Ну, без понятия даже. Куча контейнеров стоит. А вот, и эти контейнера стоят, по всей видимости, очень давно уже здесь. Потому что уже, смотрите, их разукрасили, эти контейнера, чтобы они не мозолили глаза. Вот, своей ржавчиной. Вот, смотрите, вот там какой-то камешек. Вон, видите? Вот, ну, это не артефакт, конечно. Но камень прикольный. О, это ж надо было притащить этот камень сюда. Хм, интересно. Интересно, откуда его притащили. Вот. Тоже вот, смотрите, камешек какой. Интересно, да? Прикольно, да? Ну, это больше к достоянию природы относится, чем к артефактам. А вон там, вот смотрите, вон еще камни. Да. Интересно. Вот. Ну, в принципе, на этих камнях даже и посидеть можно. Вот, смотрите, вот тоже камни какие-то лежат. Ну, это 100% их сюда привезли, эти камни. Ну, вот эти вот просто бросили, высыпали. А те вот, конечно, красиво положили. Прикольно. Такое, знаете, чем-то напоминает Стоунхендж. Или вот эти вот всяческие языческие, эти самые всякие скульптуры, там, я не знаю, языческие боги и так далее, и так далее. Вот. О, смотрите. Труба какая-то. Да, и, в принципе, она еще нормальная, хорошая. Но эта труба, по всей видимости, какое-то соединение между двумя трубами. Ну да. Но это уже сделано в современность. Это не пережитки Советского Союза. Вот. Так, ну пойдемте дальше. Какая-то вот эта территория, где мы только что были, интересная. Угу. Вот. Да, это школа. Это 100%. Но около школы сделали, все-таки я был неправ, сделали небольшую детскую площадку. Да. В принципе, можно подойти посмотреть. Вы знаете, вот такие вот детские площадки мне вообще очень нравятся. Они такие, ну, крутые. Такие современные. Угу. Я, конечно, не знаю, сколько они стоят. Но, я думаю, немало они стоят. Это однозначно. Пойдемте подойдем. У нас в Норильске, кстати, тоже есть такие детские площадки. Угу. И вы знаете, что самое классное? Я смотрю, что здесь чисто. Да. Вон, смотрите. Мусорный ящик стоит. Да. И он чистый. Значит, убирают. Вот лесенка. Ну, не лесенка, а скамейка. Вот. Давайте зайдем на территорию. Посмотрим, что здесь у нас. Да, это школа, это однозначно. Вот, средняя школа. Номер... Блин, плохо вижу. Ну, вроде бы 42. Или 42, или 12. Угу. Ну, давайте посмотрим детскую площадку. Здорово. Вы знаете, мне нравится то, что детская площадка сделана из дерева. Вообще классно. Вообще люблю изделия из дерева. А особенно, когда они пахнут. Вот эти вот изделия там. Такие вот древесный запах. Вообще классно. Ну, детская площадка, по всей видимости, новая. Угу. Потому что она такая еще, скажем так, не убитая, да?
Вот, и работает, смотрите. Вообще классно. Вот, смотрите. По всей видимости, уже заморозки ночью, и уже роса появилась. Ага, да, классно. В этой качели самое классное, это вот это, видите, снизу. Да, ты когда катаешься, не бьешься об этот, об землю или об бетон, оно немножко тормозит. Вот это вот все. Такая амортизация. Вообще здорово. Я помню, в детстве тоже были такие у нас качели, и мы постоянно бились одним местом, вот, об пол, бетон, землю. А здесь, видите, продумано, как вообще классно. Технологии вообще ужас какой-то. Вот, а вот это вот такой комплекс качель. Ну, это такие качели уже, ну, такие более для подростков, да, это однозначно, да. То были детские качели для подростков, для взрослых. И все работает отлично. Смотрите, цепь вообще такая мощная, да? Классно. Классно сделано. Чем мне очень нравится. И вот здесь вот классно сделано все. Видите? Здорово. А вон там вот чайка. Вон, видите, ходит. Что-то ходит. О, полетела. И что, и куда она полетела? А, вот она. Вон полетела туда. Наверное, полетела звать сородичей. По всей видимости, на той помойке. Вот. По всей видимости, много еды. А мусор надо выкидывать в мусорку. Пойдемте. Дальше. Вот. Сейчас мы обойдем с вами этот дом. И выйдем на солнышко. Угу. Вот. В теньке, я вам скажу так, в теньке довольно-таки прохладно. Но не то чтобы так сильно холодно, но прохладно. Это однозначно. Но не так прохладно, как вот я с утра выезжал в Талнах. Вот. Я с утра выезжал в Талнах, у меня со рта аж пар шел. Ну, то есть, как бы, погода такая, довольно-таки прохладная. Место складирования крупногабаритного мусора. ООО «Северный быт». Ну, такие надписи полезны, однозначно. Так, что за дом? Смотрим. Улица Игарская, 14-2. Да, а вот то Игарская, 21. Ну, видно комплексы здесь домов. Это однозначно. Так, вон, смотрите. Вот, смотрите, трубы, да? Вот трубы. И среди труб растут деревья. Ну, такое только в Норильске может быть. Хотя, может быть, и в других городах такое есть. О, вы знаете, вот вышли на эту сторону, но я что-то смотрю, солнце особо не греет. Я бы сказал бы, вообще. Да. Вот сейчас вот пойдем в том направлении и посмотрим, что у нас там интересного. Ну вот, мы прошли весь микрорайон. Какой микрорайон? Я подзабыл. Или 4А, или 4В. А вот если вы знаете, помните, напишите в комментариях. Вот мы с вами пришли вон оттуда. Да. Вот, с той стороны. И идем в обратном направлении. Тут машина едет. Это у нас, по всей видимости, Шагман. Это китайский грузовик. Да, сейчас на Норильске очень много китайских грузовиков. Вот, комбинат, по всей видимости, закупил большую партию. Ну и вот, они ездят. Вот. Вон там вот, видите, вон там вот. Это уже центр Талнаха. А вот это, где мы с вами ходили, ну, это по большей части, конечно, окраина Талнаха. Да. Талнах сам по себе, вы знаете, небольшой город.
Вот его пройти можно за минут, ну, 20-30 вдоль и поперек. Вот. Такой маленький, уютный, провинциальный городок. Это однозначно. Так, а где у нас пешеходный переход? Нам надо дорогу перейти. И мы с вами пойдем вон туда. Вон. В том направлении. Угу. Походим, поснимаем. Там тоже много чего интересного есть. Но я смотрю, интенсивность движения небольшая. В принципе, переходить можно дорогу, если с левой и с правой стороны в 100 метрах нету машин. Но вот справа машины я особо не вижу. Вот. А вот слева машина едет. Давайте пропустим машину эту вот, и перебежим. Это однозначно. Не, вот тут еще машина поворачивает. Такая крутая машина с прицепом. Там, наверное, картошку везут. И вон там еще одна машина. Да что ж такое-то? Что-то нам не фартит. Надо немножко расстегнуться, потому что немножко жарковато становится. А водители видят меня, и тем более с камерой, и тормозятся потихонечку. Сильно не гоняют. Ага. Ну все, в принципе, можно перебежать. Ага, пойдемте. Все, потихонечку. Вон там вот аллея, я смотрю, какая-то есть. А вот какая-то дорога, тропа. И мы, наверное, сейчас на нее выйдем. Она бетонная. Ой, что тут написано? Внимание, в связи с ремонтными работами сквозной проезд закрыт. Просим извинения за временные неудобства. Ну, вот так вот. Видите? Культурные люди. Да, кстати, вот недавно было 90 лет комбинату Норильскому никелю, градообразующему предприятию этого региона, скажем так, НПР. Вот, праздник был хороший, да. Мне понравилось, ну, было здорово. Не получилось, конечно, поснимать, но ничего. В памяти остались хорошие впечатления. Вот потихоньку лесочек начинается. Вот видите, вот это ель у нас. Вот, на сосну не похоже, однозначно. Да. В Норильске, я скажу вам так, вот так вот не увидишь в городе ели. Это надо куда-то выбираться в сторону того же Талнаха или в сторону Каиркана. Идем по бетонной тропинке этой. Слушайте, классно сделали. Вообще здорово. Мне нравится. А вон там вот тропинка, она еще в лес ведет. Она не бетонная. Да, это однозначно. Но мы все-таки по этой бетонной тропинке пойдем. Потому что я сейчас как-то не расположен духом ходить по лесу. Вот как-нибудь в другой раз я вам сниму, как я пробираюсь через лес. Экстремально пробираюсь. Да. Но я вот смотрю, вы знаете, так более-менее чисто. Да? Чисто, хорошо. Вот там какая-то конструкция, конечно, пейзаж весь портит. Вот, но ничего. Так, в общем-то, неплохо. Ну, я вам скажу так, Талнах чистый город. Вот. И он всегда был таким. Норильск, конечно, был раньше погрязнее. Но сейчас в Норильске тоже порядок наводят. Ну, вот это вот все, конечно, портит картину. Все. Вот это вот такие вот заброшенные помойки. Водные, скажем так, да?
Вон, смотрите. Или какой-то это слив. А черт его знает. Без понятия. Какой-то акведук. Вон там, вот видите, вот какой-то желоб. По всей видимости, когда-то был слив. Вот, а потом забросили это все. Но знаете, иногда в таких вот помоечных водоемах даже рыбы водятся. Да, серьезно говорю вам. Но сейчас не вижу. Но иногда водятся. Хм. Вот здесь вот смотрите, какой-то настил деревянный или щиток какой-то. Ну непонятно. Здесь вот какие-то бутылки валяются. Тоже как-то не очень, да? А вон там вот что такое. Ну пойдемте посмотрим. Просто ради спортивного интереса. О, что это такое? Да, это, по всей видимости, какой-то слив. Я вам говорю, 100%. Угу. По всей видимости, с горы вода сливается сюда. Угу. Это однозначно. Потому что, вон, смотрите, там дальше. Я надеюсь, вы увидите. Вон там, вот видите. Там тоже слив бетонный. Это, видно, в советское время это все сделали. Но, а сейчас его не апгрейдили. Угу. Здесь вот какая-то труба лежит. Неясно. Ну, можно, в принципе, подойти. Я смотрю, здесь тропа есть. Угу. Вот. Можно посмотреть на эту речку с этой стороны. Ну, это не речка, это какой-то водоем. Вот, смотрите, видите, разрушился уже. По всей видимости, он оттуда шел вот так вот. И вот сюда, в этом направлении. А потом он, по всей видимости, туда шел. Да. Но это все, я вам скажу так, достояние советской эпохи. Вот, которое не восстановили. Ну, может быть, посчитали, что уже не нужно. Да, вот так вот. Здесь по классике у нас помойка. Вот видите? И вон там вот помойка. Интересно. Так, ладно, пойдемте отсюда. И будем направляться в город по большей части. Ага. Так, аккуратно. Аккуратно. Угу. Все. Вышли. И идем дальше. А вот здесь вот идет какая-то стройка. Вон там вот есть паспорт объекта. Вот, и можно, в принципе, посмотреть, что здесь строят. Да, стройка довольно-таки серьезная. Не детский сад какой-то. Угу. Давайте посмотрим паспорт объекта. Что это будет? И, ну, наверное, что-то интересное. Так, это, по всей видимости, будут строить какой-то новый дом. Да, в Норильске таких домов очень много. Ну, относительно много. Ну, штук 5, наверное. Вот, начало производства, второй квартал 25 год, окончание производства, четвертый квартал 27 год. Нифига себе, будут строить, короче, 2 года это все. Так, наименование объект. Строительное жилого дома расположено по адресу город Норильск, район Полнах, улица Пионерская, дом 8. Ну, ясно, короче. Короче, строят дом новый. Ну, довольно-таки интересно. О, а тут все по красоте. Но это еще простительно. Это вроде типа строительный мусор. Ладно, пойдемте. А вот это что за машина у нас такая? Давайте глянем. Ну, вроде не заброшка. Вроде не заброшка, да. Не, вроде машина рабочая. Хотя я не уверен. Вы знаете, по Талнаху, скажу вам честно, а вот машин заброшек практически нету.
по Норильску это проблема какая-то. Серьезно, я вам говорю. Машин заброшек вообще немерено. И вот куда-то во двор зайдешь, обязательно найдешь какую-нибудь машину заброшку. Вот, а в Талнахе нету практически. Вот, смотрите, видите, как Норильске сейчас облицовывают дома. Вот, облицовывают их панелями. Но очень классно. Вот эти вот два дома вот уже облицовали. Вот, а раньше они были вот такие вот. Вон там вот, видите, вот здесь вот краешек видно. Они были просто кирпичные. Вот. И я так думаю, буду дальше облицовкой заниматься. Ну, классно. Классно, мне нравится. А вы знаете, еще такое и присутствует моральное ощущение, что как бы о городе идет забота, да. То есть как бы город не брошен. И это здорово. Так, куда мы с вами пойдем сейчас? Вот, а мы пойдем с вами вон там вот между вот этим двухэтажным зданием и между вот этой девятиэтажкой. Да. Вообще, я уже рассказывал, наверное, 100 раз. В городе Норильске, конечно, время ремонтов это только вот когда наступает лето. Потому что зимой, ну, просто нереально заниматься ремонтом. Ну и, в принципе, зимой никто не занимается ремонтом. Но если и занимается, то только скажем так, внутри помещений. Потому что, ну, во-первых, холодно, а во-вторых, ну, кто будет на улице в мороз минус 40 и при температуре минус 40 и при ветре там плюс 20 метров, вот, 30 метров в секунду. Кто будет этим заниматься? Это просто опасно. Вот, давайте, вот здесь пройдем. Вот, видите, дом облицовывают. Ну, это хорошо, это классно. А вот здесь вот эти вот вагонетки, тележки, или как они называются, я не знаю, напишите в комментариях. Ну, короче, вот эти приспособы. Так, пойдемте потихонечку. Так, куда мы с вами вышли? А, вот. Ну, я понял, где мы. Немножко сориентировался на местность. Ага. Вот такой мостик. Давайте пройдем через него. Вот справа от нас заброшенный фундамент. Когда-то здесь дом стоял. Вот. Да. Конечно, дом был еще, наверное, советский. Это однозначно. И уже все там поросло травой. Угу. Вы знаете, в Норильске почему фундамент старый не сносят? Дома сносят, ну, то есть, да, вот, а фундамент не сносят. Потому что на фундаменте можно что-то построить облегченное. Да. Ну и, в принципе, это практика в городе Норильске, да и вообще в Норильском промышленном районе, она очень распространенная. Так, давайте поднимемся здесь, блин. Вот я забрел, конечно, тоже. Сейчас куртку себе порву. Так, аккуратненько, раз. Ага. Все. Ага. Все, ну вроде не порвал куртку себе. Вот, смотрите, видите? Фундамент. Вот этот вот. Это еще, по всей видимости, советский фундамент. Да. Фундамент не сносят, оставляют. И какие-то облегченные дома, конструкции, ну, строят на этом фундаменте. Потому что этот фундамент еще может, ну, какое-то время послужить на благо общества. Так, ну давайте посмотрим, что там у нас. Это он коллектор какой-то, вон, смотрите. Ну, как обычно, давайте заглянем туда, в коллектор. Ага. Помойки там нету. Ну, нет. Вроде там помойки нету. А то я видел коллектора здесь вот в Норильске, вот, которые превращают в помойки
Ну, как бы их меньше уже, конечно. Но есть такие, попадаются экземплярчики. Вот, смотрите, видите, вон там вот дом облицовали. Вот этот вот. Вот этот вот дом тоже облицовали его. Не знаю, правильно я говорю, неправильно. Ну, как могу, так и говорю. Очень красиво. Я серьезно вам говорю. И такое чувство, как будто, вот знаете, на материке находишься. А вон необлицованный дом. Вон там, вот видите. Ну, а вот это здание более или менее так нормально выглядит. А вон там вот, где мы с вами были, за фундаментом, идет стройка. Да, там что-то строят грандиозное. Ну, по всей видимости, будет, ну, тоже какой-то дом, наверное, новый. Ну да. Ну, пойдемте дальше. Ну, это к слову, знаете, есть некоторые комментаторы, которые пишут, что Норильск это вообще трешак. Ну, я не соглашусь. Я, допустим, в Норильске очень давно живу. И я помню, что как бы было, ну, вообще, была жопа полная. Я извиняюсь за свой французский, конечно. Было страшно вообще смотреть на этот город. Последние лет 15, конечно, все намного лучше стало. То есть, как бы, город начал преображаться, это однозначно. Но дайте время, и город станет еще лучше. Вот. Что я сюда пришел? Хотя можно было, в принципе, не приходить сюда. Я пришел показать вам вот эту вот помойку. О, видите? Вот. Помоечка вообще знатная. Конечно, это все убирать надо. Это однозначно. Так, ладно, пойдемте. Нам надо идти в том направлении между домов. Слушайте, вот это здание вообще какое-то такое убогое. Это ужас какой-то. Какое же оно страшное. Пипец. Ладно. Пойдемте дальше. Да, на солнышке, конечно, жарковато. Это однозначно. Сейчас я вам покажу вот арт-объект. Такой довольно-таки интересный. Вот мы к нему пришли. Это вот карета. Прикольно, да? Ну, конечно. Тут нагадили. Без этого никак. Интересно, она открывается? Не, она закрыта. Прикольно. Прикольный арт-объект. Конечно. Здорово придумали. Вот это тоже. Это что? Типа кактусы какие-то. Ну да. Интересно. Давайте посмотрим. Может, карета с этой стороны открывается. Не. Она закрыта. Вот. Но я так понимаю, ребятишки через вот эти вот все окна они залазят в эту карету. Однозначно. Вот, смотрите. Я показывал вот эти дома, которые облицовку сделали с той стороны, а вот теперь с этой. Красиво, да? Красивая облицовка. И вон там вот тоже сделали. Ну, здорово. А вон там вот на доме. Ну, на камере плохо видно. Вот здесь, вот видите? Там панно такое. И на том панно нарисован жираф. Ну, такой, знаете, в мультяшном стиле. Прикольно. Так, ладно, пойдемте. Сейчас вам покажу новые дома, которые уже, скажем так, введены в эксплуатацию. Нам надо на пешеходный переход. Вот. У нас преимущество. И мы идем спокойно. Не напрягаемся. Надеюсь, на дураков не нарвемся. Ага, все, прошли. Вон там вот, сейчас я вам покажу. Раньше рынок был. Возможно, и сейчас там рынок. Ну, я без понятия. Там вот написано семейная сауна. Там какая-то
Ресторанчик какой-то. Пойдемте. Потихонечку. Вот здесь вот, на этой территории, раньше стояли гостинки. Да. Потом гостинки эти пришли в негодность. Ну, то есть, как бы время их не пришло. И их снесли. 2 или 3 гостинки было. Вот, и построили вот эти вот новые дома. Улица Спортивная 6. Прикольно. Пойдемте глянем. Что да как. Вот здесь вот детская площадка. У нас. Вот. Вот это вот, по всей видимости, вход. Пойдемте дальше. Пойдемте посмотрим детскую площадку. О, детская площадка сама по себе небольшая такая, видите? Но она такая современная, я вам скажу. Вот. Ну, уже, я так понимаю, сломали. Да, вот эту качельку уже сломали. Она вот там вот была. Вот здесь вот. Да, грустная история. Пойдемте. Вон там вот тоже качелька такая интересная. Вот мы как-то качались на такой качельке. Ну, давно это было, правда. Кругом лавочки. Кругом мусорки. Люди потихонечку окультуриваются. И это не может не радовать. Так, это у нас была улица Спортивная 6. Не улица, а дом. Вот это Спортивная 6. Слушайте, прикольно. Я бы хотел посмотреть бы, как там внутри.